Мы ничего не знали. Абсолютно ничего не знали. Вот разрешили нам немножко рот открыть и чего-то двигаться в этом направлении. Вот мы и достали вот эти пласты снизу. А так бы тоже не знали. А сегодняшнее правительство, им наплевать. Но если до сих пор участники войны не все имеют квартиры, это просто вот омут какой-то. Мой дед, жили они в Волгоградской области, он был очень богатый предприниматель, у него были бахчевые плантации, посевные площади, очень много живности, табун овец, табун лошадей, там много другой разной живности, и эти бахчевые плантации, все у них было большое хозяйство. Они держали батраков, но батраки – это приходили соседи, просились на работу, просто не хотели сами заниматься землей. Их хорошо кормили, они отдыхали до 4, до полпятого, спали, а потом снова шли на поля, на бахчевые, там, на другие какие-то земляные работы. Ну и вот когда вот это случилась революция, начали раскулачивать людей, которые могли прекрасно, хорошо работать, умеючи. Их раскулачили, все отобрали. Моя мама было 14 лет, а ее брату чуть он был помоложе. И их выслали в 29 году. Все отобрали, все ликвидировали и выгнали их в Казахстан. Как мама рассказывала, везли в телячьих вагонах, просто из досок сбитые. У нас были узлы, и даже не было документов. Они не разрешили нам брать. И когда привезли в Долинку, это в Казахстан, это такой был пункт, где рассортировывали по поселкам. Это было просто степи, ничего не было. Как бабушка рассказывала, и мама говорит, люди пока сначала жили, копали траншеи и жили, не было воды, вода и была грязная, началась страшная дизентерия. И люди, мама говорит, умирали, вот утром мы вставали, куча трупов было. И это все шло в братскую могилу. Там протекала река Ишим, и была глина. И они вместе с соломой делали такие бруски, они высыхали, и из этих саманов, саман это называется, делали землянки. Землянка это была, как правило, делалась на 4 хозяина. Общая крыша, и со всех сторон 4 хозяина, там, там и там. Вот мы так жили. И так вот эти высланные люди стали обзаводиться хозяйством, разводить курей, гусей, там, вот все так начинали жить. Ну, а у папы, его выслали с село Абашево, это под Куйбышевым, раньше Самара была, но сейчас снова Самара. Семья была большая, 5 человек семья, 5 детей. Дедушка пришел с войны. Он был очень раненый, у них просто было обыкновенное хозяйство. Все, что для себя нужно было. Была лошадь, был участок, была живность всякая. Просто все трудились. Это вот лошадь была для того, чтобы пахать этот участок около дома. Я уже потом у папы спрашивала, когда уже в институте училась, мне вот это все расскажи, что это. Он говорит, кто-то донес на нас, написали, что у нас мельница. Мельницы у нас никогда не было. И приехали, нас вот так все тоже отобрали. Меня, ему было 19 лет, папе, меня с отцом, отец весь израненный, тяжело больной, высылают в Казахстан. А бабушку, его маму, со остальными детьми оставляют там. А так как дедушка был очень болен, он говорит, нам бабушка собрала сумочку сухарей и пару нательного белья. И он там в Казахстане, мор начался, а он больной, и он через несколько дней умер. И я, говорит, одел на него это чистое одно белье и похоронили в братской могиле. Моя мама познакомилась с папой, папа – это другая семья. Они там встретились и в 1935 году поженились. Маме уже было 24, папа постарше на 5 лет, ну, поженились. И вот так создалась семья, и тут мы начали рождаться, дети.
3 детей померло, потому что холодно, это изба, воспаление легких, и дети умирали. Получается, 7 детей у мамы было, у нас только 3 осталось в живых. В школу я пошла. Это была школа, называлась Бабушкина школа. Это просто жила одинокая там женщина, ну, землянка тоже. И было 2 комнаты больших. И в одной комнате, значит, учились 1 и 2 класс, а в другой комнате 3 и 4 класс. И еще было барачного типа помещение, там уже старшие классы учились. У нас большой поселок был. Единственное, был праздник 1 июня, ну это как День защиты детей, нам председатель давал машину, вот я так запомнила, бортовую. Нас всех детей по улицам собирали, покатают по поселку и потом дадут по 1 яблоку. Все, вот это у нас такой был праздник. Было очень много русских. Были украинцы, были поляки, были белорусы, ну, отовсюду, вот все, и вот настолько были дружны, никто не замечал, никто никого не обзывал, никто никого не доставал никакими глупыми вопросами. Да, еще интересно, очень один момент был, у нас на нашей улице жил немец, и он сделал такую штуку, трубочку, на мясорубку прикручивать, и потом эта трубочка ходила по всем семьям, делали мы колбасу. Она прикручивалась к мясорубке. И это так было забавно, но по очереди. И вот так у всех начинала появляться дома колбаса самодельная. Потом бабушке пришла похоронка. В 41-м сразу погиб сын. И вот она все время садилась на порог, я помню. Смотрела на небо, уже когда вот закат, и она все время читала молитвы. Она очень хорошо знала церковный старославянский язык. Она на украинском хорошо говорила и хорошо говорила на русском. И она жила отдельно, и вот она утром, несмотря на то, что их вот высылали с узелками и пара юбок, и кое-что на плечи, она захватила с собой икону, лампаду, молитвенник. Это такая была тяжелая. Я в 5 лет пыталась ее поднять. Вы знаете, такой тяжелый, видно, кожа прессованная, переплет и металлические уголки. И вот она утром, в субботу, воскресенье, несмотря ни на что, она одевала, что у нее там покрасивей. Шарф обязательно черный на шею. И у нас, между прочим, там был приход. Изба молебен, был священник. А священников же ведь тоже высылали. Вот. И он там сделал приход. Тоже была какая-то землянка, какой-то иконостас. Тогда в основном все верующие были. Все ходили молиться. А у меня папа, ну, он начитанный был. Он всегда, знаете, такие книги читал. Вот помню, Сталин и Ворошилов, потом Роксаковский. Вот это все. «Русский лес». Потом прямо лежали все газеты «Известия», «Правда». Он обязательно каждый день выделял несколько час, 2-1,5 почитать. Он так отодвинет и говорит, историю КПСС еще. Ну, много неправды. Он был немногословен. Я тогда начала ему задавать вопросы. Папа, а как то? И вот это он мне рассказал, как их выгнали с отцом. И мама часто сидела, плакала. Ну, конечно, у родителей была обида и страх за нас. Неизвестно, что будет дальше. А первые годы папа ходил отмечать нас. Они в комендатуру ходили отмечаться. По-моему, каждую неделю он ходил отмечать. И нас, родившихся, ну вот я там с больницы, враг народа принесли, да? Ну, надо прийти отметиться. Ну, они ясно, они высланы. Ну, а мы-то... Потом это прекратилось. Я помню, как бы это стихло. Мы никогда о репрессиях не говорили. Мы никогда не говорили, что там наши родители были ссыльные. Никогда. В классе мы на эту тему вообще никогда не разговаривали. Вот эта тема не поднималась, наверное, потому что все окружение такое было. И это все, держали у себя в душе, в голове.
Ну, а кому говорить? Ну, если вот весь Казахстан, он был из таких соткан, понимаете? Все поселки, все были сотканы из высланных, раскулаченных людей. Все знали, все понимали, что террор продолжается, что угнетают народ, что тяжело всему народу. И понимали, что многих ни за что. Вот, что ни за что. Ну, так же, как вот моего деда ни за что раскулачили, отобрали. Ну, за что, что он пахал, работал, и все это красиво умел, правильно, грамотно делать. Это ж не каждый сможет держать такое хозяйство. Все правильно рассчитать надо. Ну, в основном, что хочу сказать, никаких пьяниц, никаких тунеядцев туда не выселяли. Туда выселяли тех людей, которые умели и любили работать. И поэтому создали Казахстан. Вот из этих поселков потом появлялись города. Вот все-таки после смерти Сталина было это очень удивительно, что все плакали. Несмотря на то, что вот этот такой режим был жестокий, можно сказать, что никому никуда не поехать, ничего лишнего не сказать, не рассказать. Это чувствовалось ограничено. Но вот если мы в семье, если что-то я хотела задать вопрос, папа говорил, потом узнаешь. У нас еще в углу, знаете, что висело? Репродуктор висел, и рядом висел вот такой огромный плакат «Сталин во весь рост». Это должно было в каждой квартире, в комнате быть. Они не были ни партийным, ни мама, ни папа. Ну, мама вообще никогда не работала. Папу, я не знаю, предлагали ему стать партийным, но вряд ли. Потому что кто был выслан, то это как бы запретная партия коммунистическая. Дорога туда была закрыта, в коммунистическую партию. А да, я когда уже работала в проектном институте, у нас начальник отдела был, он парторгом был. И вот он, все, меня и Дину там, мою подружку, коллегу, он, девочки, давайте я вас буду готовить документы. Я говорю, нет, Петр Михайлович, я никуда не пойду. Нет, и Дина тоже. Да нет, ну что вы. Он обижался на нас. Ну, он парторг был. Не хотела я. Не знаю, не хотела и все. Нутром не принимала почему-то. Нет, забывать ничего нельзя. Это история. Это история. Как ее забудешь? Если у вас был мама и папа, вы как их забудете? Точно так же и страна. Как ты ее забудешь? Со всеми минусами и плюсами. Единственное, что, ну да, это репрессия, это тяжело, это страдали люди, проливалась кровь. Ни за что. Ну, надо извлекать оттуда что-то хорошее. Ведь правильно поднималась страна. Правильно. Программа-то была правильная. Она не воровитая была программа, а сейчас воровитая вся программа. Ну вот знаете, вот смотря сейчас все, что творится в стране, ну я, конечно, вникаю в политику, в меру своего так ума, сознания, слежу, смотрю, беседую, читаю. Но когда вот все хуже и хуже, ну как за 20 лет... И сесть в такой омут, вообще посадить людей. Мы с вами сейчас говорим, ну вот в крупном масштабе. Вот. Поэтому я упор делаю на то, подчеркиваю, что все-таки не забывать нужно ни плохое, ни хорошее. На хорошем нужно учиться, и точно так же учиться на плохом, что не повторять этих ошибок. Поэтому их и не нужно забывать. Чтобы люди помнили и понимали, и будут знать, что эти плохие поступки не повторятся ни с моими детьми, ни с внуками. А сейчас ужасно.